Здравствуйте. Сейчас мир бросает нам вызов, который оказалось, что мы не совсем готовы принять. Оказалось, что мы не готовы сидеть все время дома. Мы скучаем без своих друзей, мы скучаем без работы, а иногда оказывается, что просто мы даже не знаем, чем занять самих себя. Возможно, какие-то такие же чувства испытывал художник Клод Мане в далеком 1893 году. Именно в тот момент, когда после нескольких неудачных попыток ему, наконец, удалось купить участок земли в небольшой французской деревушке Живерни, затерянной где-то между Парижем и Руаном, в бесконечных лугах со стогами сена и полях маков. И именно в этой деревне оказалось зато огромное количество натуры, которая была так необходима художнику-импрессионисту. И именно здесь Клод Мане напишет самые лучшие свои произведения. Но не только творческому подъему способствовало поселение в деревушке Живерни. Конечно, Клоду Мане пришлось забыть о частых поездках в Париж, о веселом времяпрепровождении с друзьями, но зато именно в Живерни он находит свое второе призвание, которым становится садоводство. И это уединение в Живерни, которое помогло художнику преобразовать участок вокруг дома, когда он спилил старые деревья, а из огромных пней сделал основы для вьющихся растений. Когда перед своим домом он разбил палисадник-цветник, который менял свои цвета в зависимости от времени года. И новыми друзьями Клода Мане становятся теперь ботаники и садоводы из самых разных уголков присылают ему семена экзотических цветов и трав. Он, кроме того, купил и небольшой участок земли совсем рядом, чтобы воплотить еще одну свою давнишнюю мечту. А увлеченный японским искусством Мане мечтал сделать рядом с домом такой маленький уголок Японии. И в результате на этом небольшом заболоченном участке появился огромный пруд, в котором разноцветными цветами засверкали водяные лилии, а вокруг свесили свои ветви ивы. Через пруд Клод Мане перекинул на японский манер маленький мостик и начал работать на берегах этого пруда. Всего на берегах этого пруда было написано более 100 произведений художника. И вот удивительно, как это добровольное заточение в Живерни, оно стало для художника не только источником бесконечного вдохновения, но в конце концов помогло найти ему и новое увлекательное занятие, и выразить себя и в своем саду, и в своих произведениях, которые были навеяны мотивами этого сада. И, возможно, и для нас наше добровольное заточение дома тоже станет способом побыть наедине с собой, открыть в себе какие-то новые увлечения, какие-то новые, не знаю, новые возможности, новые ресурсы и добиться той самой тишины и покоя, которую мы видим и на картине Клода Мане «Кувшинки» из коллекции Пушкинского музея, которая была написана художником на берегах того самого прекрасного японского пруда в Живерни.